Сегодня на каждом углу, на каждом сайте вы можете услышать и увидеть информацию о ЗОЖ, здоровом образе жизни. Является ли эта мода чем-то полезным, или это не более чем новое веяние, на котором можно хорошо заработать? В этом видео мы обсудим повальное увлечение спортом. Является ли спорт фактором, продлевающим жизнь? Как всегда, мои выводы будут оригинальными. Поэтому досматривайте видео до конца. У вас будет повод подискутировать. Итак, приносит спорт здоровье или отнимает его? Почему до старости доживают активные старички, а спортсмены умирают достаточно рано? Предлагаю вашему вниманию рассмотрение проблемы, как всегда, с необычной точки зрения. Мы привыкли считать, что занятия спортом приносят здоровье. Во всех статьях пишут о пользе спорта. Хоть кто-нибудь из вас задумался над этим постулатом? Уверен, что нет. Нам это внушали с детства. И до старости мы постоянно даем себе зару. С понедельника буду бегать по утрам. Нас хватает на 1, 2, 3 пробежки и до следующего обещания. Мы с завистью смотрим, как древние старушки бодро вышагивают на вечернем променаде, а сейчас еще и с лыжными палками. Они гордо говорят: я всю жизнь занималась спортом, поэтому я так выгляжу в свои 70, 80, 90 лет. Это правда или нет? Мы знаем множество примеров из своего окружения людей, бегавших по утрам от инфаркта до 40 лет, пока тот же инфаркт не вносил коррективы в число борцов с ним. Тогда мы отшучиваемся: не в ту сторону бегал. И опять не думаем, а дает ли спорт здоровье. Есть хорошая шутка: если бы движение удлиняло жизнь, то почтальоны были бы бессмертными. Я не хочу сказать, что спорт укорачивает жизнь. Так же, как не скажу, что спорт ее удлиняет. Эти два фактора не имеют между собой прямой связи. Не надо разъяренных криков, сейчас я объяснюсь. Я пропагандирую математическую модель нервной системы. Согласно этой модели, для нормальной жизнедеятельности необходимо получение электроэнергии нервной системой. Это электричество вырабатывается рецепторами и используется всеми отделами нервной системы. Возможно, это электричество идет и на другие цели, например, на информационную связь между клетками организма. От количества поступающей энергии зависят наши эмоции, наше здоровье, наша энергичность, продолжительность нашей жизни. Люди, у которых поступает минимальное количество энергии, живут в депрессии. Они ходят на работу, возвращаются домой, что-то делают по хозяйству и без сил падают на диван, чтобы бездумно посмотреть телевизор. На завтра они не выспавшиеся, бредут на нелюбимую работу и снова все сначала. Пока эти люди молоды, они пытаются как-то изменить свою жизнь. Они идут в походы, в кино, записываются в спортивные секции, но быстро выдыхаются. У них нет на это сил. Их мозг не получает достаточного количества электроэнергии. Обломов – это не явление, а болезнь. Обломов – это несчастный человек. Второй уровень эмоций – это агрессия, раздражение, возбуждение. У этих людей энергии существенно больше, чем у первой, у депрессии. Их социальное положение я описываю в видео о карьере. Что касается спорта, то эти люди предпочитают боевые искусства, единоборство, бокс. В них присутствует так называемая спортивная злость. Уровень достижений этой группы может быть достаточно большим, но энергию, которую они получают, еще недостаточно велика. Эти люди умирают в среднем возрасте от болезней, связанных с сердечной недостаточностью. Эта категория спортсменов тоже не является долгожителями. Описанные два уровня эмоций объединяют не только преобладание энергопотребления над выработкой энергии. Рецепторы вырабатывают меньше, чем мозгу нужно, но и то, что источником энергии в основном является выраженное изменение состояния организма. Дискомфорт, боль, результатом чего является накопление хронических заболеваний. Следующий уровень эмоционального тона – спокойствие. Баланс энергии у этих людей практически нулевой. Тратить свою энергию на спорт они будут только в одном случае. Если занятия спортом делают их счастливыми, поднимают уровень выработки энергии. Высший уровень эмоционального тона – радость, энтузиазм. Энергия, потребляемая этими людьми, велика. Ее хватает на хорошее настроение, высокую работоспособность, интеллектуальную деятельность. Они занимаются спортом не потому, что им нужно или модно. Нет, занятия спортом для них насущная необходимость. Их энергия слишком велика, чтобы не иметь выхода в физической активности. Именно эти люди становятся теми самыми бодрыми старичками. С возрастом их эмоциональный и физический уровень снижается. Никто не вечен.
Но эта категория живет дольше всех. Они гораздо меньше болеют. Для чего я все это рассказывал? Действительно, люди, всю жизнь занимающиеся с удовольствием спортом, живут дольше и качественнее. Но не спорт делает их такими. Главное слово «с удовольствием». Спорт не более чем индикатор их состояния. Люди, получившие по нервным путям больше энергии, живут более полноценной жизнью. Они больше радуются жизни. Они всю жизнь занимаются физической деятельностью. Они дольше живут. Поэтому говорить «занимайся спортом, дольше проживешь» необоснованно. А вот фраза «люди всю жизнь, ведущие активный образ жизни, живут дольше» абсолютно верна. Поймите разницу между этими двумя предложениями, она принципиальна. Для того, чтобы ваша жизнь была более насыщенной, более полной, более радостной, более активной, необходимо восстановить проводимость нервных путей. Восстановить передачу по нервам и получение мозгом того количества электроэнергии, которое даровано нам природой. На сегодняшний день существует только один метод, направленный на это. Аппаратная психотерапия аудиокатарсис. Но думаю, что когда вот вышеизложенная мною точка зрения станет не еретической, а официальной, будут придуманы еще способы по-настоящему оздоровить человека и реально продлевать его жизнь, а не за счет статистических фокусов. Я упомянул метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Что это такое? Это физиотерапевтический метод, исходно созданный для восстановления нормальной, оптимальной проводимости нервных путей. Так как я практический врач, то и методика разрабатывалась для лечения органической патологии, заболеваний сердца, легких, нервной системы. Но наши хронические заболевания и эмоциональный уровень очень тесно связаны. А так как изменение эмоций происходит гораздо быстрее, чем органические изменения, то сейчас этот метод позиционируется как аппаратная психотерапия. Как проводится аппаратная психотерапия? Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Достаточно быстро вы заметите, что ваша энергичность, работоспособность увеличилась, у вас появилось желание что-то делать. Сначала это желание спорадическое, от случая к случаю. Затем оно появляется все чаще и чаще. И достаточно быстро вы заметите, что вы мечтаете о занятиях спортом. Прекрасно. Но этого мало. Если вы всю свою жизнь ненавидели бег, то ваши попытки выходить на утренние пробежки обречены на неудачу. То, что вызывает у вас негатив, уменьшает поток электроэнергии в мозг. Точнее наоборот, то, что уменьшает поток энергии в мозг, вызывает у вас негатив. Вновь развивается дефицит энергии. И очень быстро. Поэтому заниматься нужно только теми видами спорта, мысли о которых вызывают у вас прилив хорошего настроения. Я скажу сейчас еще одну неочевидную мысль. После занятий этими видами спорта вы не будете чувствовать себя утомленными. Да, некоторая физическая усталость может присутствовать, может даже она сильная. Но уходить с тренировки вы должны с душевным, эмоциональным подъемом. Бодрость и энергия должны переполнять вас еще несколько часов после тренировки. Это не фантастическая ситуация, а нормальная физиологическая реакция, о которой я рассказывал в видео, как выбрать вид спорта для ребенка. Но даже если ваше здоровье не позволяет заниматься вам любимой физической деятельностью, вы все равно будете чувствовать себя намного лучше. И со временем станете тем самым бодрым старичком, живущим гораздо дольше и полноценнее, чем окружающие. Более подробно о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Наполняйте свою жизнь энергичностью, желаниями, счастьем. Ссылки в описании. Будьте здоровы и счастливы.